Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, зачем и как правильно ставить свечи перед иконой в церкви или в храме. Информация достаточно важная, и многие наши подписчики, гости канала задают этот вопрос. Поэтому далее более подробно поговорим об этом. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, обычай ставить свечи перед иконами, он достаточно древний, но все верующие знают об истоках этой традиции, поскольку пламя свечи символизирует божественный свет, который принесен в наш мир Иисусом Христом, и этот ритуал обладает огромным значением для православных. Поэтому всем прихожанам обязательно стоит знать о том, как же правильно ставить свечи к иконам. Традиция зажигания огня в храмах пришла в российское православие еще из Византии, однако она еще известна с ветхозаветных времен. Во времена Моисея свечи были незаменимым атрибутом священнослужений. Их зажигали вечером в качестве символа того, что закон Божий является светильником, разгоняющим тьму перед истинно верующим человеком. Постепенно вырабатывалась система правил, согласно которым нужно зажигать свечи в храмах. Изначально было принято ставить огонь перед выносом Евангелия. Во время чтения священного писания свечи зажигал служитель церкви. Обычай ставить огонь перед иконой символизирует духовное устремление человека к Всевышнему. Ставить свечи возле икон нужно только с благими намерениями и чистыми помыслами. Изделие из натурального воска представляет собой добровольное подношение человека Богу, символизирующего его любовь и веру. Количество свечей, устанавливаемых перед образами, зависит только от желания самого прихожанина. Ставить их обязательно необходимо с молитвой. Зажигать фитиль нужно от других свечей, либо от лампадки. И делать это следует аккуратно, стараясь не закапать ее воском. Ставить свечи требуется перед началом службы. Опоздавшим на богослужение разрешено делать это после завершения литургии. Нельзя зажигать огонь возле иконы с помощью спичек или зажигалки. Запрещено ставить свечку за здравие и усопшего человека. Почему? Потому что существует поверье, что в таком случае огонь сразу же затухнет. Однако проверять это не рекомендуется. Стоять с зажженной свечой в руках можно только на панихиде. Необходимо следить, чтобы расплавленный воск не падал на пол. Многие прихожане наблюдают картину, когда работники церкви гасят еще не сгоревшие свечи. И делают они это для того, чтобы освободить место для всех желающих. И за соблюдением противопожарной безопасности следят именно специальные работники храма. Прежде всего следует поставить свечу возле главной иконы храма, а желающим добиться семейного благополучия рекомендуем установить ее возле иконы Божьей Матери, либо возле лика святого Гурия, Самона, Авива или блаженной Ксении Петербургской. Для избавления от пагубных пристрастий ставят свечи перед изображениями праведника Иоанна Кронштадтского или великомученика Ванифатия. Для выздоровления заболевшего ребенка свечи располагают возле икон святых и угодников Божьей Матери или Иисуса Христа. Перед хирургическим вмешательством нужно ставить огонь возле ликов святой врачей-бессеребренников Дамиана и Космы или целителя Пантелеймона. Если человек желает помолиться о собственном здравии, ему можно установить свечку возле иконы святого, имя которого он носит. Разрешено также и выбрать и Николая Чудотворца или своего ангела-хранителя. Если нужное изображение отсутствует в храме, можно остановить свой выбор на иконе всех святых или Богородицы.
Для поминания умерших свечи ставят на отдельный стол, который называют канун. Его можно увидеть в левом пределе храма. Он сделан в виде горизонтального подсвечника с распятием. Читают молитву об усопшем, поджигают свечу от уже горящих и обязательно крестятся. Вы знаете, священнослужители утверждают, что ставить свечи можно только церковные, поскольку они символизируют жертву, приносимую Богу. Изделие из воска или парафина, приобретенное в хозяйственном магазине, поддерживает его владельца, но никак не православную церковь. Также священнослужители настоятельно рекомендуют ставить возле икон те свечки, которые все-таки были приобретены в церковной лавке. Купленные в магазине изделия не освящены и не могут выступать в качестве жертвы Богу. При этом абсолютно неважно, в каком конкретном монастыре или храме была приобретена свеча. Во многих церквях прихожанам, не имеющим возможности заплатить за свечи, их выдают бесплатно. Если загорается икона от свечи, значит, были нарушены как минимум правила противопожарной безопасности. Поэтому не стоит располагать источник огня вблизи икон. Также нужно следить и за тем, чтобы пламя не коснулось чьей-либо одежды или волос. Существует даже поверье, согласно которым на человеке, случайно поджегшем свое одеяние перед иконой, лежит проклятие, или же он занимается черной магией, колдовством или ворожбой. Во времена Средневековья такой знак расценивался как указание на ведьму, и православная церковь отрицает подобные поверья. А вот ставить поломанную перед иконой свечу настоятельно не рекомендуем. Подобный инцидент не только является плохим предзнаменованием, однако стоит отнести обломки храмовому свечнику или выкинуть их в специальную урну для огарков. Остатки утилизируют посредством сжигания, либо идут на переплавку. Существуют народные поверья, согласно которым сломанная свечка предвещает неприятную новость. Иногда это событие грозит смертью даже близкого человека. Ну а для трактовки значения упавшей в церкви свечи необходимо рассмотреть причины падения. Если человека случайно толкнули, и в результате чего он выронил свечу из рук, переживать не стоит. Отсутствие навыка в установке свечи не представляет собой серьезной проблемы. Если горящая свеча перед иконой упала из-за неопытности, в следующий раз не нужно торопиться. Перед установкой свечу следует немного расплавить ее основание. Независимо от причины падения, мы рекомендуем придерживаться одного простого правила. После поднятия свечи необходимо трижды перекреститься, обратиться к Богу с просьбой о прощении и повторно зажечь светиль. Погасшее пламя, знаете, это не самый лучший знак, поскольку изделие из воска олицетворяет намерения и помыслы человека, обращенного к Богу. Поэтому многие считают затухший фитиль дурным предзнаменованием. Если погасшая свечка была поставлена за упокой, значит, усопший не может избавиться от сильной обиды. В таком случае стоит попросить у него прощения, после чего 3 раза прочесть текст молитвы и вновь зажечь огонь. Если погасла свеча, которая была установлена за здравие, велика вероятность проблем со здоровьем. В такой ситуации нужно искренне простить всех своих недоброжелателей и на протяжении нескольких дней читать молитвы Богу. Треск при горении является предзнаменованием различных неурядиц. Зачастую при изготовлении в воск или парафин попадают мелкие капли воды, которые провоцируют появление неприятных звуков. Поэтому в подобной ситуации переживать не стоит, как и в случае, если свечка, поставленная возле иконы, затухла от сквозняка. Ряд народных поверий утверждает, что погасшее пламя символизирует отсутствие связи с Всевышним. Молитвы не дошли до него, и просьба молящегося не будет удовлетворена. Однако служители церкви с большим скептизмом относятся к подобным верованиям, считая их пережитком языческих времен.